когда открывала глаза, на меня ходили со всех палат смотреть. Знаете, как на какое-то, ну, то есть, страшное чудовище. Каждый божий день, когда приходил врач на обход, начиналось с того, что давай сделаем заливку, давай вызовем искусственные роды. Мне сказали, что такая, как ты, вообще не должны не то что рожать, вас должны все там посвязывать, чтобы вы не рожали. Ты или сама умрешь, нормального ребенка ты не родишь. Мне не давали неделю детей кормить. Я все равно очень боялась обращаться к врачам, и я тянула до 7 месяцев. Все врачи говорили, что сын, возможно, не выживет. И у меня мотивация была, чтобы выжил, ну, естественно, дети. Рождение ребенка, ну и вообще беременность, это такое что-то светлое, большое, важное, это вообще про какие-то законы Вселенной. И тут я категорична, потому что все, что когда не помогают, а как-то мешают, порицают, нарицают, тыкают носом, показывать на какие-то моменты, что ты так, это уже неправильно. У нас в стране, если у девушки есть какие-то проблемы, то ли это зависимость, то ли это гепатиты, ВИЧ-статус, то к ней будет соответствующее отношение. Это было 20 лет назад. Я рожала двойнят. Меня забирала, то есть я вызвала скорую, у меня началось кровотечение. С кровотечением забирала скорая помощь, в машину посадили. Я взяла наволочку, потому что у меня очень сильно лилась кровь. Акушер посадила просто на стульчик, на кушетку их. И я ехала, с меня и водитель, просто водитель, говорит: послушайте, положите ее на кушетку, что ж она сидит, но он видел, с каким кровотечением. Она поворачивается и говорит: хай сидить, сейчас вся машина будет в крови. И когда привезли меня в больницу, начали мне там ногти стричь, брить меня, я очень боялась, я знала, что у меня двойнята, я очень боялась за детей, то есть, потому что кровотечение. Значит, меня положили, начали делать укол, чтобы резать меня, кесарево. Начали делать, анестезиолог мне больно, и анестезиолог повернул мне голову и говорит: лежи, сейчас резать будем на живую. То есть увидели у меня я 30 лет употребляла наркотики, у меня действительно покоцанное, как говорится, тело на самом деле. И вот по этому внешнему виду они определили, что я СПИДная и что меня нужно изолировать в другую комнату, хотя у меня на данный момент нет ВИЧ-инфекции. Значит, меня положили в ПИД-палату, когда уже порезали, это все-таки, когда я ему сказала, что вам денег дадут, сейчас брат ехал с мамой и с мужем машиной, что сейчас вам дадут денег, сделайте, то есть все как положено. Я очень боялась за жизнь и за свою, и за детей. Значит, Ваньке попала в кишечник моя кровь сына, его сразу, то есть его первого достали, потом Анюту, и меня положили в отдельную палату, ПИД-палата, потому что я была тяжелая. Но в то время когда открывала глаза, на меня ходили со всех палат смотреть, знаете, как на какое-то, то есть, страшное чудовище. Мне не давали неделю детей кормить. Мне сказали, что такая, как ты, вообще не должны не то что рожать, вас должны все там посвязывать, чтобы вы не рожали. Как тебе вообще Бог дал этих детей? Сказали, что сын не выживет, что он родился как жабка, он синий, он действительно синенький такой был. И была действительно вероятность, все врачи говорили, что сын, возможно, не выживет. И у меня мотивация была, чтобы выжил сын, естественно, дети.
Неделю мне не давали детей кормить. Я ходила, смотрела, то есть все женщины, которые кормили детей, я заглядывала, мне так хотелось, я уходила на курилку, куда-нибудь уходила, чтобы не видеть, как кормят детей, мне очень хотелось. И была такая угроза, что мне не отдадут детей, потому что действительно я, была вся, у меня тело такое, как бы было. Я употребляла инъекционно тогда наркотики, на самом деле было, но оно не касалось никаким образом, то есть по отношению к детям. И значит, нам пришлось просто мне украсть детей с больницы и уехать. Я украла детей и уехала. Сейчас детям 20 лет, сын и дочь. Дочь вот получила у меня, она сейчас обучается у меня и на психолога. Она у меня сейчас закончила, диплом получила по старший продавец. То есть, у меня дети великолепные, правда. Виновные никак не были наказаны, потому как и я на тот момент думала только о жизни детей. У меня не было даже никаких в голове этих, чтобы их там наказать как-то каким-то образом. Мне главное, чтобы были здоровые дети, и я. У нас было 10 доноров в первый день, у меня я 3,5 литра крови потеряла. Очень много доноров, ребят, брат, муж искали людей, чтобы мне эту кровь дать. Это не единичный случай, 100% связанный с медработниками, по отношению к наркозависимым женщинам. И нарушений сейчас, кейсов очень много именно по медработникам. Никто не хочет в скорую помощь брать наркозависимую женщину, очень много кейсов. Просто девочке плохо, женщине к ней приезжают и говорят: а что ты думала, а что ты хотела? Посмотри, а ты что думаешь, что ты будешь колоться и будут тебя приезжать и сразу же лечить, то есть ты выбрала уже колоться, умирай. Это страшно на самом деле, акушерское насилие, потому что ты в этот момент очень уязвима. В тебе незащищенный малыш, ты сама нуждаешься в поддержке, и это действительно очень так страшно. И я, например, помню, что у меня все мои приезды, если после общения с этими врачами, я пребывала в какой-то такой апатии какое-то время, в каком-то таком непонятном состоянии. Пока я не забывала, пока моя память не вытесняла это, мне было тяжело. Потому что насилие, оно же даже... Тут же не надо тебя физически как-то чем-то бить или что-то с тобой делать. Тут речь о том, что о тоне, о этой неподдержке, о каком-то неуважительном отношении. Тебе дают понять, что да какая ты мать. В принципе, ситуации насилия, наверное, нас преследовали всю нашу жизнь, когда мы употребляли уличные наркотики. Но один из самых запоминающихся ситуаций – это мои роды. Когда я родила ребенка, это был 98-й год. Я была уже на протяжении 5 лет в бегах. На меня было открыто криминальное дело. И когда я забеременела, я, в принципе, очень боялась обратиться к врачам, потому что я боялась, что меня просто поймают, что это станет известно милиции и меня заберут. Получилось так, что я была беременна двойней, и в 3 месяца у меня 1 плод вышел. Это все было дома, и я не обращалась в гинекологию, но я, в принципе, надеялась на лучшее, на то, что это все пройдет. Но для меня было полной неожиданностью, когда в 3,5 месяца я почувствовала, что у меня зашевелился ребенок. Я поняла, что это была двойня, а у меня уже был опыт того, что я была беременна двойней. И тогда я все равно очень боялась обращаться к врачам. И я тянула до 7 месяцев. В 7 месяцев, а я еще жила в другом городе, я поехала к своим друзьям, жила у них. А в 7 месяцев я решила вернуться в Луцк, пойти в гинекологию, обратиться к врачам, потому что я все-таки очень переживала о
состоянии, о здоровье ребенка. Но когда я пришла в гинекологию, врач, естественно, опросил меня. Мне пришлось сказать, что я наркозависимая, так как вен у меня не было, никаких анализов взять было невозможно. Ну и тогда врач мне сказал, что в твоем возрасте, а мне уже тогда было 40 лет, вот, и врач сказал, значит, тебе надо срочно ложиться в отделение, и мы, значит, будем тебя наблюдать. Ну, я согласилась. И все 2 месяца до родов сказать, что это было просто психологическое насилие, ну, это ни о чем. Потому что каждый божий день, когда приходил врач на обход, начиналось с того, что давай сделаем заливку, давай вызовем искусственные роды, ты или сама умрешь, нормального ребенка ты не родишь. И каждый божий день у меня начинался именно с такого разговора. Я вначале спокойно реагировала на это, но когда по прошествии допустим, недели, 2, я уже начинала нервничать. Когда приходил врач, естественно, я сразу же начинала кричать, что я не буду делать не искусственные роды, что я не буду делать заливку, что я буду рожать. Что я только не выслушала от медперсонала за то время, за те 2 месяца, которые я находилась в этой гинекологии. Как меня только не называли. Но я не знаю, наверное, я вообще самый здоровый человек и с самой крепкой нервной системой, раз я это все выдержала. И теперь вот по прошествии стольких лет моей дочери сегодня 22 года. Это моя гордость, наша гордость с мужем, потому что это замечательная девочка, которая сейчас заканчивает магистратуру, которая у нас 5-кратная чемпионка Европы по гребле, которая серебряная чемпионка 3-кратная мира. И вообще девочка такая чудесная растет на радость нам, родителям. Нельзя пускать в себя вот это зло, которое накоплено годами вот этого Советского Союза, какой-то злости, какой-то агрессии и ненависти. Его просто нельзя в себя пускать. Просто, я не знаю, пожелать удачи, счастья, любви, здоровья, развернуться, улыбнуться и уйти к другому специалисту. Если его нет, тогда что-то делать, обращаться. Женщины достаточно часто стигматизируются, достаточно часто попадают в ситуацию дискриминации. Я бы сказала, что это еще и такая наркофобия среди врачей, и наркофобия, которая обусловлена представлением общества о том, как выглядит, как ведет себя и как себя презентует, какая мать, женщина, употребляющая наркотики. Почему это выливается в такую жестокость, я не могу сказать. Возможно, это страх быть причастным к чему-то, что имеет какие-то криминальные последствия. Возможно, это страх инфицироваться какими-либо заболеваниями вроде вируса иммунодефицита человека, хотя, если мы говорим о врачах, они должны в первую очередь знать о путях передачи и заботиться больше о роженице и о малыше, который появляется на свет. Сейчас же можно поменять врача, например. Не нравится тебе у этого врача, ты идешь к другому, не нравится другой, идешь к третьему. Можно написать заявление на имя главного врача о том, что мне не нравится, со мной там не так обращаются. Я считаю, что это там унизительно или там недопустимо в случае, когда там перед вами беременная женщина, будущая мать. В смысле, там, кто вы мне, там, бабушка? Ну, может быть, бабушке я и позволю так с собой разговаривать, потому что ее опыт и наше родство обязывает, но только бабушке. Я бы посоветовала женщинам, которые попали в такую ситуацию, не молчать, звонить на горячие линии, звонить таким же самым. В каждом регионе есть представитель Всеукраинского объединения женщин, живущих с наркозависимостью. Обязательно. Ты можешь обратиться в любые инстанции, ты можешь написать любую бумагу, куда угодно, примут, зафиксируют и отреагируют.
Если нет, то существует миллион и маленькая тележка горячих линий, организаций. Можно обращаться к нам, можно обращаться к дружественным каким-то юристам. Если бы я обладала такими знаниями и таким опытом, который я имею сейчас, я бы не замалчивала эту ситуацию, потому что молчание дает возможность к дальнейшему третированию нас как наркозависимых женщин.